С нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Экстренная новость. Президент России Владимир Путин хвастается, что у него есть новые ракеты с ядерной энергоустановкой. Думаю, что это был сигнал Соединенным Штатам. Путин ясно дал понять. Он сказал, нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Только что российский президент Владимир Путин рассказал о, как он ее назвал, непобедимой ракете. Это новая демонстрация силы. Срочные новости. В сегодняшнем обращении Владимир Путин продемонстрировал новый российский ядерный арсенал. Россия начала серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. По словам источника СМИ, «Авангард» — это новая реальность для Запада. Об этом также упоминал президент России Владимир Путин, рассказывая о новейшем российском оружии во время послания к Федеральному собранию. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил, в 2004 году осуществляет глубокое маневрирование, как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется. Предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы. Этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его «Авангард». Британский таблоид «Метро» написал, что хотел бы предложить свой вариант названия для «Авангарда», например, «Невеста Сатаны». Сатаной на Западе называют самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 «Воевода». И это неудивительно, учитывая то, что сейчас происходит на Западе, для которого заявления Путина стали поистине шокирующим сюрпризом. Предлагаю послушать. «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. Дело в том, что система ПРО работает следующим образом. После обнаружения боеголовки и расчета ее траектории определяется точка в пространстве, где она должна быть перехвачена. Именно в эту точку и устремляется противоракета. Но боевой блок «Сармата» в плотные слои атмосферы влетает на скоростях около 15 махов и дальше идет не по баллистической и, в общем-то, предсказуемой траектории, а маневрирует. За несколько сотен километров до цели блок резко снижается и далее движется по настильной траектории. От момента срабатывания ступени разведения в ближнем космосе до попадания в цель пройдет всего 4-5 минут. При этом видимым для системы ПРО вероятного противника боевой блок «Сармата» будет меньше минуты. Противоракета перехватить его просто не сможет, не успеет. И это дает еще одно важнейшее стратегическое преимущество. Оснащать его именно ядерным зарядом совсем не обязательно. Хватит и обычного заряда, или даже вовсе без него. Прилетевшая на гиперзвуке боеголовка обладает кинетической энергией, достаточной для уничтожения укрепленного командного пункта, военного завода или любой другой цели. Массогабаритные характеристики ракеты «Сармат» позволяют размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов. Кооперация предприятий промышленности осуществляет изготовление элементов ракеты, проводят испытания агрегатов ракетного комплекса. Так что же известно об «Авангарде»?
По данным телеканала «Звезда», РС-26, он же «Авангард», другое рабочее название «Рубеж», представляет собой твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью. Разработчиком ракеты выступил Московский институт теплотехники. «Авангард» является дальнейшим развитием проекта «Ярс». Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев на этапе разработки РС-26 сообщал, что новая ракета будет легче Ярса. Цитируем. «Если мы говорим о подвижном грунтовом Ярсе, то у нас на сегодняшний день пусковая установка весит больше 120 тонн. На новой усовершенствованной ракете мы достигнем весовых характеристик до 80 тонн», рассказывает Сергей Каракаев. Также Каракаев отметил, что ракета будет запускаться с подвижного грунтового комплекса. Как и у комплексов Тополь-М и Ярс, носителем ракеты был выбран белорусский тягач, построенный по формуле 12×12. На днях Сергей Каракаев более детально рассказал об уникальных возможностях «Авангарда». Основная особенность ракеты, по его словам, заключается в том, что она представляет собой планирующий крылатый блок. В отличие от традиционных боевых блоков МБР, которые достигают цели по баллистической траектории, «Авангард» совершает полет на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Разработка также способна летать с гиперзвуковой скоростью. Все это делает ее неуязвимой для любых средств ПВО и ПРО. Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости, на межконтинентальную дальность, маневрируя по курсу и высоте. Он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны, приводит слова Каракаева РИА Новости. Также Каракаев рассказал, что корпус боевого блока «Авангарда» выполнен из композиционных материалов. Благодаря этому она способна противостоять аэродинамическому нагреву несколько тысяч градусов и лазерному облучению. Как пишет российская газета, скорость ракеты в 20 раз превышает число Маха, отношение скорости обтекания потоком объекта к местной скорости звука. При этом максимальная скорость боеголовок системы ПРО составляет 5 Махов. Все это говорит о серьезном технологическом рывке России, и это уже факт, что позволит в дальнейшем, как рассказал президент России Владимир Путин, использовать эти технологии и в гражданской сфере. Предлагаю послушать. Всем миром смотрели с замиранием сердца вот эти ролики, где ракеты и так, и так, и в общем, это было просто супер. Гордость берет за ученых, за инженеров, кто это сделал. Возможно ли вот эти передовые военные технологии применить в нашей повседневной жизни где-то для повышения качества жизни людей? Я вот расскажу вам историю. Когда закончилась работа по одному из этих комплексов, в том числе по «Авангарду», я попросил принести мне список людей, которых нужно отметить и наградить. Вот мне принесли, мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом, убористым прямо, были не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Я так перелистал и говорю, это что такое? А мне главный конструктор говорит, это наша кооперация. Если не было бы одного из них, изделие бы не состоялось. Это же все современное. И это вселяет в нас надежду на то, что, я теперь к вашему вопросу возвращаюсь, что все это может быть использовано и применено и в гражданских отраслях производства. Ракетный проект чем закончился? Диверсификация была какая? Полет в космос, в конечном итоге выход человека в космос. Юрий Гагарин полетел. Вот. И здесь тоже, вот смотрите, я вчера говорил о двух новейших комплексах. Это ракета глобальной дальности и необитаемый подводный аппарат. И тот, и другой на современных атомных энергоустановках работает. Значит, подводный аппарат быстрее всех надводных сегодняшних кораблей. Невероятно. Конечно, это можно будет использовать. Но, разумеется, или вот тот же комплекс «Авангард». Это стало возможным после того, как появились материалы современные. Без современных материалов это было бы невозможно. Или лазерное оружие, которое я упомянул, так по-тихому в конце. Это, знаете, фантастика, как это гиперболоид инженера Гарина. Читали, наверное, в детстве. Но это вот произошло в действительности. Можно? Конечно, можно эти технологии использовать. Или вот мы возобновили производство Ту-160, сверхзвукового самолета военного, ракетоносца.
Ну, конечно, можно из него сделать гражданскую версию. Я уже говорил с авиастроителями. Они говорят, да, конечно, нужны дополнительные исследования, дополнительные проработки, но при наших расстояниях, когда мы от Москвы до Владивостока летим дольше, чем от Москвы до Нью-Йорка, ну, конечно, это будет востребовано. И обязательно будем делать. Задел есть, вот что важно. Есть кому это делать. Конечно, признается президент, некоторые образцы еще надо будет усовершенствовать и доработать, прежде чем запустить в серийное производство. Но можно твердо заявлять, что ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет. Хотя без грамотных специалистов, без солдат и офицеров, всегда готовых выполнить свой долг до конца, любое оружие – это всего лишь железо. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. Кстати, стоит добавить, что на сегодняшний день Россия также разрабатывает и энергетическую установку с ядерным двигателем, которая позволит космическому кораблю за 1,5 месяца долететь до Марса. В обычном двигателе полет на Марс составил бы около 1,5 лет, без возможности вернуться назад. Впоследствии такая ядерная установка позволит исследовать дальний космос и открывает перед человечеством поистине фантастические возможности. Известно, что испытания данной установки назначены на 2018-2019 годы. И более полной информации, к сожалению, пока нет в открытых источниках. В мире каждый день происходят события, которые мы можем не замечать. Но кто бы что ни говорил, наш век информация – самый ценный товар после времени. И это уже факт. Также рекомендую подписаться на наш новый проект по ссылке в описании, где будут освещаться не только мировые события, но также последние достижения в области науки, техники, оружия и самых невероятных открытиях во Вселенной, и не только. А с вами был Зефир, и до новых встреч!